Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами сделаем печенье. Печенье будут опять у нас из нашего детства, и печенье называются у нас водолазы. Кто их пробовал печь, попробуйте еще раз, вспомните, а кто никогда не пробовал, попробуйте их приготовить. Рецепт совсем несложный, из самых доступных продуктов, и мне кажется, с ним справится любой. Быстро, легко и вкусно. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня для наших водолазиков нам понадобится 100 мл теплого молока, 2 столовые ложки сахарного песка, добавляем щепоточку соли, 2 яйца, яйца тоже желательно, конечно, чтобы были комнатной температуры, ванилин или ванильный сахар, 100 грамм растопленного сливочного масла и 80 мл растительного масла. Масло можно сливочное, конечно, заменить маргарином, растопить маргарин и чуть-чуть остудить, чтобы это не было очень горячим. Сюда же добавляем дрожжи сухие 7 грамм и начинаем постепенно добавлять муку. Мука у меня просеянная, 450 грамм муки. Замешиваем тесто. Тесто должно быть мягкое, жирненькое, к рукам оно у нас не должно липнуть. Муки добавляйте 450 грамм, а потом уже смотрите. Если оно у вас чуть-чуть жиже, чем мое, вы видите, какой будет конечный результат моего теста, добавьте еще, буквально по столовой ложке добавляйте потом. Тесто должно быть получиться именно такое, какое получается оно у меня. Мягкое, но к рукам не липнет. Вот такой его конечный результат. Перекладываем тесто на рабочую поверхность. К рукам оно уже абсолютно не липнет. И разделяем тесто на 3 части. Делаем 3 шарика. В глубокую посуду наливаем воду с крана. Вода не должна быть горячая и не должна быть ледяная. Вода с крана, холодная. И отправляем наши шарики плавать, так как они все-таки у нас водолазы будут. Оставляем на столе. Через 20 минут тесто всплывает вот так наверх. Вылавливаем первый кусочек. Посуду, где будем работать с тестом, отправляем чуть-чуть муки. Сверху опять-таки мукой я его припыляю. Так легче будет работать с ним. И нам нужно будет вот этот мокрый комочек теста превратить в настоящее тесто, чтобы можно было с ним работать. Собираем его снова в шарик. Все это делается очень-очень быстро. Пусть вас ничего не пугает. Точно так же нам нужно будет сделать и 2 других кусочка, 2 остальных кусочка теста. Чуть-чуть муки и собираем. 3 шарика мы отправляем в посуду, в глубокую тарелку, на подносик, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут на столе. Через 20 минут у нас стало уже вот такое тесто. Поверхность опять-таки мукой. Муки уже не нужно много, совсем чуть-чуть. Даже меньше, чем у меня можете добавлять, потому что тесто уже вообще не должно прилипать к рукам абсолютно. И раскатать нам нужно будет приблизительно 30-35 сантиметров в диаметре. Я сегодня сделала ровно 35 сантиметров, оно у меня получилось. Не очень тоненько и не очень толсто. Разрезаем на треугольники. Получается 8 треугольников у нас. Должно получиться 8 треугольников. Начинка вареная сгущенка. Так у меня в тетрадке написано вареная сгущенка. Ну, конечно, здесь вы уже можете на свой вкус. Но сгущенка должна быть обязательно очень-очень густая. Сворачиваем рулетиком. И получается у нас вот такие вот рогалики. Очень легко и просто. Получилось у нас 8 рогаликов. И сейчас мы их должны перенести на противень. Я его застилаю бумагой, но это делать не обязательно, потому что тесто жирное, и оно не прилипнет к противню. И то же самое мы должны будем сделать со вторым и с третьим кусочком. Тут уже вы, конечно, можете пустить свою фантазию в ход. Можно каждый кусочек теста
сделать с разной начинкой. Но я вам сегодня показываю рецепт, как написан он у меня в оригинале. А потом уже, если вы хотите, фантазируйте, экспериментируйте. И все. Вот так у нас получилось 24 рогалика. Они у меня не помещаются на один противень, поэтому я их буду выпекать 2 раза. Первая часть у нас уже готова. Видите, у меня чуть-чуть сгущенка вытекла. Поэтому, конечно, желательно, когда вы будете укладывать сгущенку, или края закрывайте, или просто надавите на них пальчиком, чтобы они немножко у нас закрытые были. Сгущенка вытекла, но совсем чуть-чуть. Абсолютно это не влияет на вкус. Если вам не очень сладко, посыпьте их сахарной пудрой. Но мне они с кофе, вот именно такой вкус я хочу, чтобы они были не очень сладкими. Получается замечательно, очень вкусно и с кофе, и с чаем, и даже просто дать детям в школу, в детский садик, на детскую площадку играться. Попробуйте их сделать, мои дорогие. Мне кажется, у всех получится. Очень легко и очень старый рецепт. Ну что, всем приятного чаепития. Будем прощаться. Пока-пока и до новых встреч.